интересного обучения. Будьте активны, общайтесь с нашими спикерами. Они с удовольствием делятся с нами своими знаниями. И я приглашаю нашего первого спикера. Вы все его уже хорошо знаете. Это Эндрю Хокс. Эндрю, прошу. Доброе утро, день, вечер. Спасибо большое, Юлия, за это представление. И, конечно же, я надеюсь, что все слушали внимательно то, что говорила Юлия, и все, что она сказала о начале этой сессии, это просто замечательно. И важно, чтобы вы все делали вовремя, выполняли. Но, ребята, я настолько восхищен и счастлив относительно того, что сейчас происходит. И вы, в принципе, уже начали очень активно работать. И это всегда замечательно, когда мы можем обучаться, узнавать каждый день что-то новое, учиться на опыте других людей, ребята. Поэтому, пожалуйста, не забывайте регулярно выкладывать свои посты в группах на Фейсбуке. Один – это конференция, во-вторых, это новое дополнительное знание. И кроме этого, это возможность повзаимодействовать с другими людьми, потому что вы узнаете, также учитесь на том, что вы размещаете. Поэтому, ребята, я бы хотел пожелать вам всем хорошего, замечательного вечера. И поставьте, пожалуйста, 1, если вы уже знаете и знакомы, кто я такой, и не нуждаетесь в моем представлении. Поставьте, наверное, 5, если вы знаете. Для тех, кто меня не знает, все-таки скажу, что меня зовут Эндрю Хокс, я являюсь представителем президентского совета. Я также четко понимаю, какие процессы у нас есть в компании. Я сертифицированный тренер мастер-профи и ведущий гений финансов, президент по партнерской программе потребительского сообщества NEMI, член ассоциации «Генералы мира за мир», специалист по продажам и маркетингу последние 10-12 лет, и кроме этого также частный инвестор, предприниматель и международный спикер. Это мое небольшое вступление. Ребята, что мы сейчас будем с вами делать? Потому что мы будем делать сейчас, попросим кого-нибудь одного из англоговорящей комнаты, может быть, итальянской, испаноговорящей комнате, чтобы вы подняли свою руку и рассказали нам о своих осознаниях со вчерашнего этапа, со вчерашнего дня и поделились своим опытом. У нас 2 руки подняты, вижу. Крис, мой друг, пожалуйста, отключись. Я отключаюсь, а Крис разговаривает. Здравствуйте. Замечательная сессия. И именно поэтому ты 3 раза проходил мастер-профи, потому что тебе нравится этот процесс. Расскажи мне, пожалуйста, Крис, если вдруг кто-то не знает, кто ты такой, пожалуйста, представься, откуда ты и какой твой статус в компании сейчас. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, моя семья. Я Крис Брисбен, и я вице-президент нашей компании. Замечательно. Супер. И, конечно же, очень многие люди с тобой знакомы. Ну, давай сразу поговорим о том, что было вчера. Каковы те проблемы, которые у тебя были до сегодняшнего дня, до того момента, как ты приступил, познакомился с этой компанией, либо поставил какие-то цели, то есть что тебя волновало, какие проблемы? Мне кажется, что у меня не было правильного времени, я не мог планировать правильно свое время, потому что я каждый раз раньше садился, чтобы спланировать, но, в принципе, вы знаете, всегда в жизни что-то мешает, вмешивается и сбивает тебя с толку. Да, 100% с тобой согласен. И в последние несколько дней также были проблемы с интернетом, его просто выбивало 2 часа или несколько часов
я должен был на это тратить время, и кроме этого был график встреч оффлайн или онлайн, и это было также сложно поговорить с людьми. Итак, что ты сделал, чтобы изменить ситуацию, изменить свою приверженность? Вы знаете, я пытался сделать все возможное для того, чтобы утром, например, связаться с моими потенциальными клиентами и партнерами, для того, чтобы избежать большой нагрузки. То есть это все можно решить. И, в принципе, также провел пару рандеву в 3 часа ночи в Африке. Представьте себе, две ночи тому назад. Просто замечательно. Тебе очень повезло. Очень мало людей, даже в Австралии, готовы просыпаться по ночам и что-то делать. Что же ты сделал? Каких результатов ты добился? 7 человек. Вчера был у меня вебинар для Африки, Кения, Танзания. И, в принципе, даже был какой-то механик. И одним из приглашенных, в принципе, кажется, что по его впечатлению, по его реакции, скорее всего, он может присоединиться к нам. А каковы твои рекомендации другим участникам нашего марафона, особенно что касается заданий и тех тем, которые мы обсуждали в последнее время? Вы знаете, выполняйте любое задание, никогда не сдавайтесь. И люди, они... Просто сядьте, если что-то идет не так, сядьте, расслабьтесь, просто отдохните немного, выдохните. И, например, один из моих членов моей команды, в принципе, сейчас пытаются, и что-то не получается. Я просто им говорю: сядь, расслабься, отдохни, немножко взбодрись, и все получится. Смотри каждую сессию. Вы знаете, это молодой человек, и это даже на самом деле удивляет меня, то, что они делают. Замечательно, Крис. Вы слышали ключевую рекомендацию от Криса. Это то, что участие в этом марафоне может для вас сделать. То есть просто развивайте мускулатуру своего ума. Спасибо большое, Крис. Ребята, идем дальше. На следующий слайд, но прежде чем я это сделаю, уважаемые друзья, поставьте, пожалуйста, 10, если вы меня видите и слышите хорошо. 10. Замечательно, отлично, отлично. 7 у кого-то вижу. 10, в основном 10. Спасибо большое, спасибо огромное. Один человек из нашей русскоговорящей комнаты. И Денис, наверное, не Денис меня сегодня переводит другой переводчик. Из других комнат тоже, может быть, кто-то бы хотел с нами поговорить. Потому что сейчас я вижу только русскоговорящую комнату. Кто-то в итальянской, испаноговорящей комнатах есть желающие пообщаться со мной? В русскоговорящей не вижу поднятых рук. Ой, тут у меня комар. Прибил. Вот он. Готов, красавчик. В русскоговорящей комнате нету поднятых рук? Никто со мной не хочет пообщаться? А что в английскоговорящей? А что в итальяно-испанско-говорящей? Если нет, тогда возвращаюсь к английскоговорящей, к англоговорящей, кого-то выбираю. У нас есть кто-нибудь в итальянской группе, в испанской группе? То есть ничего от переводчика я не слышу, тогда кого-то выбираем здесь. Да, есть у нас в итальянском чате. Подключайте итальянский. Отлично, подключаем тогда партнера Включается итальянская комната. Сейчас, минутку. Пускай скажет представиться, из какого он города, страны, а также о своем статусе расскажет.
Всем привет, как меня слышно? Меня зовут Катя Ферини. Я уже несколько дней назад участвовала в интервью, но вижу, что нет желающих, поэтому еще раз решила поучаствовать. Я менеджер, я живу в городе Виллафранко, это пригород Вероны. Что я бы хотела сказать? Я решила достигнуть топ-менеджер в 2020 году ранга, но когда я проанализировала все то, что нам сказали на прошлой неделе, то есть нужно создать свою мечту, и нам нужно, чтобы эта мечта просто нам приносила, нас просто в дрожь бросала, и я подумала, а почему бы тогда не подумать о вице-президенте? И какие же я должна выполнить действия, чтобы достигнуть этого ранга. Поэтому сейчас я организовываю рандеву и приглашаю также людей на встречу, на вебинар в субботу, который будет завтра. Это будет презентация нашей компании. Ну, а потом посмотрим. Ну, на сегодняшний день это вот работа, которую я выполняю на данный момент. Также я сейчас планирую личное рандеву, которое я организую на следующей неделе. В принципе, это все. Замечательно, супер, спасибо большое. Я так горжусь вами, то, что вы изменили свою мечту с топ-менеджера и поставили мечту стать вице-президентом. Это замечательно. Ребята, вам надо выходить из зоны комфорта. Если вы чувствуете себя комфортно, это значит, что вы можете еще больше, надо идти дальше, потому что автоматически это действительно изменит вашу жизнь, изменит ваши результаты, которые вы достигаете. И есть такое высказывание, пословица: если вы нацелены на Луну, и все-таки вы промахнетесь и не попадете туда, то как минимум вы будете среди звезд. И так и в нашей жизни. Ставьте более амбициозные, более большие цели, и вы их обязательно достигнете. Спасибо большое за ту стратегию, о которой вы рассказали, о проведении рандеву. И не забывайте, пожалуйста, о 5 встречах в день. То есть, потому что, помните, Андрей Хавратов, Андрей Федорович, Арманд об этом нам всегда говорит. У Арманда огромное количество людей в его организации. И Мила так делала, Арманд делал. И очень многие лидеры наши так поступали, и это позволяет вам получать замечательные результаты. И все говорят одно и то же. Мы иногда пытаемся все переусложнять, но все на самом деле просто. Вы просто рассказываете и говорите с людьми. Ничего в этом сложного нету. Но, в принципе, я бы сейчас хотел представить еще одного нашего спикера, и нашим следующим выступающим будет я с ним познакомился практически 2 года тому назад. Она молодая девушка из Латвии, которая сейчас живет в Великобритании. Она просто замечательная мама и спикер. Она работает на рынке Нидерландов, и я всегда восхищаюсь ее презентациями. Одну из них посещал в прошлом году. И встречайте Алену Пипину. Алена, вы с нами? Да, я с вами. Как дела? Все замечательно, спасибо большое. Супер. Но сейчас оставляю вас в руках Алены, более способных руках, чем мои. Встречайте Алену Пипина. Спасибо за замечательное вступление. Скажите, пожалуйста, вы меня видите и слышите? Поставьте плюсики в чатах, для того, чтобы мне убедиться, что все у нас хорошо и все на связи. Отлично, вижу плюсики. Сегодня утром вместо плюсиков у нас 3 и 5. Использовалась циферка сегодня 8-8. Будем использовать то же самое. Поставьте, пожалуйста, 2 восьмерочки, если вы знаете, кто я такая. И мне нет необходимости представляться. А если вы меня не знаете все же,
Поставьте двоечку. Ага, все меня знают. Отлично. Тогда не буду останавливаться на этом, сразу перехожу к моей теме. Просто замечательная тема, которая мне досталась сегодня. Следующий слайд, пожалуйста, администраторы, переключите. Спасибо. Пожалуйста, в чате скажите, вы когда-нибудь раньше слышали о таком понятии, как колесо жизненного баланса? Да, давайте пользоваться восьмерочками. Если не слышали, тогда двоечку поставьте. Угу, вижу. Замечательно. Хочу вам объяснить, насколько важно это колесо жизненного баланса и его реализация в нашей жизни. Это не секрет, мы все знаем, что мы все будущие миллионеры. Даже не просто миллионеры, а будущие миллиардеры. Правильно же? Так? И вы знаете, разные компании, и в этой компании мы говорим о деньгах, они любят говорить о деньгах, о мечтах, о том, как можно достичь своей мечты, получить те дома, машины, о которых мы мечтаем. И, в принципе, вы знаете, я одну слышала замечательную мотивационную речь, и есть такое, и они там говорят, что можно получить лучший дом, лучшую машину, лучшее путешествие, но если у вас, если на это у вас есть соответствующий образ мышления. Кто согласен с этим? И это, в принципе, для меня было большим открытием. И я помню первый раз, когда я познакомилась с этим проектом, тогда я просто хотела быть богатой, 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 ничего большего. А во время путешествия в этой компании я поняла, что это недостаточно быть богатым. Надо быть стабильным в своей жизни, стабильным и устойчивым в своей личной жизни, работе, в своих отношениях с другими людьми, которые тебя окружают. И я действительно считаю, что нам всем необходимо понять, где мы сегодня находимся в нашей жизни, на нашем жизненном пути. Потому что, да, вы все создали свои коллажи, мечты, у вас есть цели, мечты, но вам на самом деле надо, где на сегодняшний день вы находитесь, где чего вам не хватает, может быть, надо больше уделить этому внимания. И как здесь, на этом слайде, вы видите, и я вам немного объясню, что здесь такое. Когда я начала развивать мой бизнес, мой акцент, мой фокус был только на бизнесе. Я забыла о своей дочери, я все еще ее люблю, я забыла о своих друзьях, я забыла обо многом другом. И я увидела, что на самом деле моя жизнь, она не сбалансирована. И то же самое касается здоровья. Кто согласен с тем, что здоровье – это самое важное? Кто считает, что здоровье – это самая важная вещь в нашей жизни? Восьмерочки, пожалуйста. Да, вы правы. И люди начинают задумываться о своем здоровье только тогда, когда что-то происходит в жизни. Но вы должны заботиться и думать о своем здоровье уже сейчас, сегодня. И я хочу вам объяснить, почему это важно. Потому что представьте, если вы больны, если ваше тело не полно энергии, если вы чувствуете себя разбитым, то вы не сможете проводить свои презентации, вы не сможете обучаться, изучать новое. И я всегда считала, и надеюсь, что вы также так считаете, что мы смотрим на это. Я знаю, что люди пытаются, например, сэкономить деньги, идут, например, в Макдональдс и так далее, но мы являемся тем, что мы едим на самом деле. Мы такие, каково наше питание, и поэтому надо быть очень внимательными со всем этим, очень внимательно подходить к своему питанию. И
всего, чего вам в этой жизни не хватает, надо уделить этому повышенное внимание. На следующем слайде я вам покажу еще кое-что, и мы пробежимся по каждой из части. Вы самостоятельно можете нарисовать свое колесо жизненного баланса. Вы можете, администраторы, пожалуйста, следующий слайд. Вы можете самостоятельно нарисовать свое колесо, и я объясню. Вы знаете, когда мы начинали этот вебинар, марафон 2 недели тому назад, кто раньше никогда не занимался физической нагрузкой, не делал зарядку? Я знаю, что многие люди не думают об этом, и я помню, что я всегда думала, что физические упражнения это для тех, кто хочет держать себя в форме, похудеть, но на самом деле спорт, упражнения позволяют и дают приток кислорода вашему мозгу. Вы чувствуете себя полны энергии, кроме этого также еда, она также наполняет вас энергией. И это, наверное, также касается вашего домашнего задания будет заключаться в том, чтобы оценить, где вы находитесь. Кроме этого, также важно это отношение семья и близкие. Я об этом уже говорила, когда я была очень занята бизнесом, я постоянно бегала, я постоянно кому-то помогала, с кем-то общалась, но я даже забыла о необходимости общаться с моей дочерью, с моей мамой даже. И именно этот раздел отношения с семьей и близкими показывает, какие у вас отношения с вашей семьей. Я знаю, что есть такие партнеры, семья которых не поддерживает тебя. У меня тоже такое же было. У нас были какие-то, например, может быть, ссоры, разногласия с моей сестрой, но для меня это было настолько важным решить все эти вопросы, чтобы они поняли, чем же я на самом деле занимаюсь. Следующая область – это друзья и окружение. Это для меня лично сейчас является большой проблемой, и надеюсь, что вы также со мной согласитесь, что поскольку я работаю в этом проекте, я потеряла очень многих друзей, и надеюсь, и вы понимаете, как я себя чувствую, но в то же самое время я очень многих новых друзей нашла. И у меня есть очень много друзей по всему миру, поэтому надо, в принципе, также сбалансировать ваших друзей. Среда, окружение также означает, насколько вы или как вы действуете и помогаете внешней среде, окружению как вы используете это окружение, например, насколько часто вы используете автомобиль, либо выбрасываете ли просто бумагу, а не отдаете ее в переработку. То есть это все очень важно. Окружение, окружающая среда. Следующая часть – это карьера и бизнес. Я много пью воды, и сейчас как раз выпила немножко водички. Карьера и бизнес. Следующее направление нашего жизненного баланса. Когда вы начинаете вести бизнес, например, на бумаге, вы поставили цель стать президентом, топ-менеджером, вице-президентом, либо спикером. Вы знаете, что на сегодняшний момент, может быть, вы консультант или агент. То есть вы можете поставить цифру ниже, чем на самом деле вы являетесь. То есть вы знаете тогда, где вы должны сконцентрировать свое внимание. Следующим направлением является финансовая грамотность. Я до сих пор не достигла той степени финансовой грамотности, которую я бы хотела иметь. Но помните, как-то Андрей Федорович нам показывал табличку, где ведется учет наших расходов, а также доходов. И когда вы будете готовить этот жизненный баланс, вы увидите, чего вам не хватает. Когда вы начнете вести свою таблицу, вы увидите, что у вас остаются деньги. И, например, если на этом колесе жизненного баланса у вас есть какие-то вопросы с здоровьем, то это означает, что, наверное, я должна тогда больше времени тратить и больше денег тратить на то, чтобы питаться более здорово. То есть вам необходимо проводить, например, встречи. Люди всегда говорят о том, что для меня самое важное – это здоровье,
отношения и так далее. И тому. Нет, подождите, пока следующий слайд не показывайте. Отношения. И финансовая грамотность, как вы понимаете, поскольку вы являетесь в нашей компании, это очень важно, потому что вы четко будете понимать, откуда берутся деньги. Следующее направление – это духовность. Духовность и творчество. Духовность – это Бог, это наша религия, кто-то верит в Бога, кто-то верит в духовный мир и так далее. Неважно, во что вы верите. Вам нужно также быть духовно связанным с тем, во что вы верите, испытывать эту связь. Неважно, что это такое. Это также касается, например, медитации. Это помогает мне в сложные времена. Не знаю, вы находитесь ли в чате, наши партнеры, есть ли у вас дети, но вы, наверное, у тех, у кого есть дети, вы четко понимаете, насколько это сложно развивать бизнес и, кроме этого, также быть родителем своих детей. И поэтому действительно очень важно, чтобы вы успокаивались, самих себя могли успокоить. Особенно я знаю многих людей, и видела это неоднократно в видео, что вы начинаете себя выставлять в социальных СМИ. Не знаю, я много об этом читала, об энергии, о том, что люди крадут вашу энергию и так далее и тому подобное. Этот аспект, он действительно очень важен, аспект защиты самих себя и стабильности вашей жизни. Поэтому необходимо знать, насколько вы духовно активны, насколько вы креативны. Следующее направление – это саморазвитие. С самого начала, с того момента, как я начала бизнес, и я рекомендую это всем, может быть, это было полезно для меня, но для других не будет это полезно, но саморазвитие – это настолько важная вещь в нашей жизни, насколько хорошо работают и развивается ваш мозг, как вы развиваете самих себя, потому что многие-многие лидеры уже говорили в англоговорящем чате, что всегда надо становиться завтра лучше, чем сегодня. Где я могу еще улучшить себя? И я уже ранее говорила, что иногда, когда, может быть, я полна стресса и начинаю думать, что я могу сделать, как я могу сама себе помочь, то вот в этом направлении вы можете также задействовать потенциал образования. Многие направления развития, может быть, у вас будет всего лишь 4. Тогда вы будете четко понимать, что надо сделать. Может быть, получить дополнительное образование, улучшить, может быть, знание иностранных языков. Английский язык на самом деле не мой родной, но когда-то он был приоритетом номер 1. И я знаю, что у меня этого нет, мне этого не достает, и поэтому совершенствуйтесь и саморазвивайтесь по многим направлениям. Дальше это яркость жизни. Это может быть все, что угодно. Помните, когда-то я работала, у меня не было времени, никогда не было времени на то, чтобы заняться чем-то, что мне действительно нравится, например, искусство, рисование, пение. Это позволяет и дает мне, наполняет меня страстью, наполняет меня эмоциями. Либо кому-то нравится путешествовать. Все эти аспекты в нашей жизни, они должны быть сбалансированы. А если они не сбалансированы, потому что для некоторых из вас этот кружок, на самом деле, это будет какой-то паучок, он будет не сбалансирован. Но постарайтесь быть честны, когда вы будете рисовать это колесо, потому что в итоге вы должны стремиться к балансу, к сбалансированному колесу своего жизни. Вот это мое колесо жизненного баланса. Я знаю, где мне необходимо уделить больше усилий, приложить больше внимания. И если вы увидите, что по каким-то направлениям вы, в принципе, просаживаетесь, то надо больше внимания, а если где-то все более-менее благополучно, тогда можно оставить так, как оно есть. И вы знаете, я поняла, что это действительно очень хороший инструмент, когда вы проводите презентации своим уже существующим партнерам. Иногда, когда человек приходит к вам навстречу, и вы пытаетесь рассказать все, как, например, вчера у меня была встреча с одним латвийцем.
вы знаете, с латвийцами всегда очень сложно понять, что им на самом деле нужно. И я пыталась провести с ним беседу, но потом подумала, может быть, мне представить это колесо жизненного баланса, и мы можем вместе проанализировать его жизненный баланс. В англоговорящем чате вы меня не видите, да? Ага. В русскоговорящем чате вы меня видите, но не в англоговорящем, правильно? Это действительно замечательный инструмент, когда вы проводите презентации со своими людьми, то есть вы тогда можете понять, где у человека просадки, как ему можно помочь. Может быть, просадка по направлению образования, либо здоровью. Не так давно я встречалась с женщиной, которая не только финансово нестабильна, но ей необходимо саморазвитие, кроме этого. И кроме этого, она сейчас, она в депрессии, и таким образом я могу сфокусировать ее внимание на саморазвитие, порекомендовать какие-то книги, послушать посмотреть мотивационные видео и многое другое. Карьера и бизнес, конечно же, наша бизнес-система, она заставляет нас фокусироваться на карьере и бизнесе, но, может быть, когда у вас есть партнер, у которого есть все по финансовому направлению, все более-менее сбалансировано, но у этого человека есть другая работа, и, может быть, когда он работает там, он бы хотел, чтобы у него была лучшая карьерная возможность и лучшие бизнес-возможности, и тогда, скорее всего, есть возможность подумать, как его наполнить, расширить это направление. И в нашей компании не стоит забывать о том, что у каждого есть возможность добраться до самого верха, если вы показываете хорошие результаты. И это колесо жизненного баланса, вам необходимо провести самооценку, это очень важно, и по тем направлениям, где вы наблюдаете недостаток, то вам необходимо больше уделить внимания. Надеюсь, это понятно. Понятно всем, какие цифры вы проставляете и как составлять это колесо жизненного баланса. Если понятно, поставьте 8, пожалуйста. Ой, просто обожаю, когда вижу ваши 8. Отлично. Вы меня сейчас слышите, правильно? Следующий слайд, который я бы хотела вам показать, уже много-много раз его обсуждали, но мне кажется, у всех есть своя собственная форма подачи этой информации. Вы знаете, вместо 5 пальчиков мне нравится это объяснять в форме стола. Следующий слайд, пожалуйста, да. И мне нравится не использовать 5 пальчиков, а стол на 5 ножках. И представьте, стол с 2 ножками. Он будет слабенький, шататься, болтаться. Или, например, вообще стол без ножек. То есть это означает, что у вас отсутствует гармоничная модель вашего личностного развития. Для вас, для того, чтобы вы стали гармоничной личностью в своей жизни, все представленные на слайде аспекты, они столь важны. И я уже ранее вам объясняла на предыдущих слайдах о важности здоровья, потому что здоровье, если вы энергичны, если ваша спина не болит, если вы энергичны, то вы будете на 100% чувствовать себя хорошо. Но кроме этого, также хотела поделиться с вами моим личным опытом, но сначала это неправильное слово «привлечение». Сейчас объясню. Несколько дней тому назад я немножко приболела.
когда я проводила живые вебинары на Фейсбуке, у меня была высокая температура, нос был, насморк, и, в принципе, я даже не спала ночью дома, но вместо того, чтобы сфокусировать свое внимание на моей болезни, некоторые люди говорят: ой, я заболел, мне надо поспать. Я, в принципе, не позволяла своей голове думать о том, что я заболела. И спустя несколько дней, 2 дней, я действительно чувствовала себя намного лучше, как будто вся моя болезнь испарилась. И я действительно верю в наши мысли, в то, что у нас есть в голове. Это настолько сильный инструмент. Если вы не пробовали это, то, пожалуйста, попробуйте. То есть это закон притяжения, привлечения, и это работает. Кроме этого, еще одним направлением это отношения, любые отношения с вашей семьей, отношения с тем, как вы действуете на улице, как вы разговариваете, общаетесь с людьми, как вы улыбаетесь, как вы выглядите. Все эти взаимоотношения, они очень важны, и вы можете почувствовать разницу, когда вы проводите встречи с людьми. Я помню, когда что-то на самом деле не очень хорошо шло в моей жизни, мне надо было улучшать эти направления, мне надо было больше улыбаться. И как можно поднять свой заряд энергии? Эмоции. Это тоже очень важно, поскольку мы живем в очень напряженное время. И здесь, в этом бизнесе, и на протяжении всей нашей жизни нам надо контролировать наши эмоции. Я знаю, что вы все знаете, что мы можем на что-то разозлиться. Некоторые люди очень плаксивые. И эти все те эмоции, которые иногда могут мешать нам. И прежде чем мы скажем что-то, надо знать об этом. Поэтому мы даже должны четко понимать, как мы будем действовать в эмоциональном плане. Поэтому это также важно. Я помню, когда я была помоложе, я скорпион по гороскопу и верю в гороскопы. И я могу, в принципе, иногда быть весьма такой жесткой, но я должна была научиться, как на самом деле держать в узде мои эмоции. Например, я могу разозлиться очень быстро. И вы знаете, на это надо время, вы медленно, постепенно должны совершенствовать это. Еще одно направление – это финансовое развитие. Уже много об этом говорилось, и вы знаете, что это одна из наших ключевых задач – финансовое развитие. Кроме этого, то, что мы делаем, проводим этот марафон, я смотрю все чаще и чаще в наши кабинеты. Не знаю, знаете ли вы об этом или нет, но в кабинетах у нас есть не только материалы по финансовому развитию, финансовые материалы, но и по бизнесу. Но финансовое развитие при всем при этом очень важное направление. Вам надо четко понимать, в какой ситуации вы сейчас находитесь, куда вы хотите попасть и как это можно достичь. Это вебинар в Zoom. Кто-то из Испании сказал, что как можно зарабатывать больше денег. Он говорил, что он курил он много курил, он завтракал в местном ресторанчике. То есть он узнавал, как можно финансово развиваться. Кроме этого, еще одним направлением является признание и предназначение. Я надеюсь, что вы все знаете, что мы здесь не для того, чтобы заработать деньги для нас самих, для компании, но у нас есть просто умопомрачительная миссия и признание, и это то, что приводит меня, не знаю, как вы чувствуете, но я также знаю, что многие другие люди, может быть, небольшой путь проделали в этой компании, но все-таки вы здесь для того, чтобы оставить что-то, за что люди будут помнить вас. Вы для того, чтобы оставить наследие после себя. Сегодня я познакомилась с одной девушкой, и у нас состоялась с ней беседа,
И все, что она мне говорила, я чувствовала это эмоционально, потому что, в принципе, чувствовала, что как будто она, и я знала, что я смогу ей помочь. Это был мой опыт. Я знала, что могу помочь, наставить ее. Я знаю, что могу помочь таким людям. И помните, как-то вам говорила, когда я начала бизнес нашей компании, для меня было важно заработать более высокие чеки, больше долларов и так далее и тому подобное. Но потом, где-то в глубине себя, я поняла, что я могу помогать людям, помогать им изменить их жизненную ситуацию. И на прошлой неделе, кроме этого, также было упражнение, вам необходимо было нарисовать ваше семейное дерево. Не знаю, сделали ли вы это или нет, я это сделала, и когда я рисовала это дерево, а также мое следующее поколение, я действительно чувствовала себя как в сказке. Не знаю, как вы себя чувствовали. Поставьте, пожалуйста, 8, если вы чувствовали себя как наполненные каким-то чудом, как в сказке. И здесь у нас есть намного больше, что мы можем отдавать другим. И если вам удастся развить все эти пальчики, или вам удастся построить эти ноги у стола, то вы действительно будете наполнены личностью. И нам необходимо, чтобы это у нас было, когда мы общаемся с людьми. Мы общаемся с людьми, которые, в принципе, все еще работают, которые, может, не понимать, почему это действительно важно развиваться. И я уверена, что вы встречались с людьми, которые говорили: не-не-не, деньги мне не нужны. Самое важное для меня – это любовь, это духовный мир и так далее и тому подобное. Но если вы можете показать такому человеку или даже привести этот пример со столом, люди поймут, они свяжут это. И вы помните, в этой компании вы не тот человек, который дает финансовые консультации или показывает, где можно получить богатство, но вы человек, который сам развивается и помогает другим развиваться. В принципе, это все, что касается моей части. И хотела также поздравить всех вас и пожелать вам счастливого Дня Святого Валентина, потому что любовь – это также очень важно. Если вы пойдете домой или вы уже дома, просто скажите своим родным: я тебя люблю и желаю вам замечательных выходных, всего хорошего, и встретимся на следующей неделе. Пока! Спасибо, спасибо, Алена, огромное. Это было просто замечательно, мой друг. Такая замечательная часть сессии Алены, и такие советы, рекомендации. И не забудьте про ту рекомендацию: вернуться домой, сказать всем там: я тебя люблю, и наполниться энергией от них. Энергия – это все, то есть вы можете объединить свои вибрации, свои чувства, и вы таким образом привлечете 100% больше, чем вы можете сделать в одиночку. И вы должны достичь вот этих вибраций, попасть на эту волну. Замечательно. Давайте сейчас посмотрим, что нам надо сделать сегодня вечером, завтра и в выходные. В принципе, это последний день рабочей недели. Это здорово, правда? Да. Последняя пятница на этой неделе марафона 260. Но, ребята, начинайте работать в группах марафона, ведите сессии. Спасибо большое Алене. Она только что вам уже очень много объяснила. Конечно же, продолжайте проводить свои личные презентации, встречи. Составьте колесо баланса, следуя рекомендациям Алены. И кроме этого, не забывайте про те книги. Очень многие говорят: а эта книжка, а эта книжка. В группах мы делимся сейчас. И, в принципе, вот эти книги были для вас отобраны. То есть не забывайте выполнять домашнее задание, и как минимум также прочитайте одну из этих книжек, либо найдите их. Это очень важно, чтобы наши лидеры были читателями. Если вы хотите достичь большего, если хотите расти, хотите выстроить огромную организацию, то, в принципе, чтение – это один из инструментов. Почему? Потому что там столько много информации, такой огромный контент. Например, Майкл Гербер «Миф о Е».
или кто-то еще другой. Вы можете не забывайте о необходимости выполнения. Кроме этого, вы также можете смотреть фильмы, чтобы знакомиться с философией. То есть вот эти слайды, которые я бы хотел оставить для вашего внимания, чтобы вы могли их изучить, это те книги, которые мы вам рекомендуем. Первая из них называется «Миф о Е» Майкла Гербера. Если вы хотите построить организацию и хотите разобраться в новом бизнесе, то это действительно замечательная книга, где, в принципе, вам показаны все эти мифы. Кроме этого, вы хотите развивать разные направления своего бизнеса, либо вы хотите стать человеком, развитым человеком. Это, в принципе, нормально, но вы должны иметь карту роста, понимать ее, где вы можете двигаться, развиваться дальше до уровня И, либо до виртуального уровня, либо жить где-нибудь на море. Это просто замечательная книга. Еще одна книга Питера Губера, которая называется «Расскажи, чтобы победить». Там рассказана история, там рассказывается о том, как можно победить. Философия, стоящая за этой историей, чтобы мы могли идти дальше, чтобы мы могли достичь того бизнеса, который мы хотим. То есть много было в последней неделе истории, и то, как все это имеет большое значение в вашем бизнесе, это действительно замечательная книжка для того, чтобы вы могли четко понимать, как выстраивать структуру. Еще одна книга, так называемая «Психология убеждения» Роберта Гиалдини, «Влияние психологии убеждения», очень сильная книжка. В Куала-Лумпур мы обсуждали, и там действительно очень много элементов психологии убеждения, влияния. Это действительно очень полезная книга, я бы сказала, даже азбука. Еще эта книга позволит понять психологию каких-то людей, либо почему они так действуют, то есть какие-то их скрытые посылы, почему они обмениваются, и как они обмениваются информацией и так далее и тому подобное. Я думаю, что это также будет полезно для вас. И, конечно же, еще очень интересная и легкая книжка. Я даже как бы давала эту книжку для моих детей, чтобы они могли ее почитать. Это книга «Кто украл мой сыр» Спенсера Джонсона. Это последняя книжка, но не забывайте и об других. То есть это, в принципе, история о том, как все меняется. То есть в нашем мире все меняется. Это то, как мы относимся к изменениям и насколько они позволяют нам становиться успешными. Именно об этом эта книжка. И можно, например, скачать в цифровом формате. Кроме этого, книжка очень интересная «Сложный эффект Даррена Харди». То есть если вы будете все делать последовательно и на 1% каждый день улучшаться, совершенствоваться, то в этой книжке показано, какие замечательные результаты вы можете достичь. И кроме этого, еще одна книга Кен Бланчарда, он является выдающимся менеджером. Книга называется «Одноминутный менеджер». Там говорится о том, как общаться с людьми быстро, вежливо и легко. И это действительно замечательная книжка, и мы ее рекомендуем, чтобы вы ее прочитали. Уделите время, выделите определенное количество времени каждый день для того, чтобы читать. Если же говорить о фильмах к просмотру, которые мы вам рекомендуем, то, в принципе, очень хорошим является фильм Вайнера Дайера, это «Shift». Он до того момента, как он умер, и действительно хороший фильм, его можно сейчас найти на YouTube, и кроме этого, также «В погоне за счастьем» — это еще один фильм, просто замечательный, который, в принципе, продолжает двигать вас вперед.
То есть никогда, он учит нас никогда не сдаваться, неважно, что будет происходить, неважно в бизнесе, в жизни. То есть когда вы останавливаетесь и впадаете в депрессию, это плохо. Надо постоянно идти вперед, невзирая на то, что у вас есть. Здесь также рассказывается о законе притяжения. Закон притяжения – это тот закон притяжения, о котором Алена немножко говорила. То есть это те вибрации, и вы можете очень многое привлечь и притянуть в вашу жизнь. Это абсолютно универсальный закон, но очень многие люди, в принципе, неправильно его понимают. И поэтому фильм «Еще один секрет». Пожалуйста, посмотрите его, потому что одна половина борьбы – это, в принципе, сфокусировать себя, а вторая часть битвы – это уже начинать практиковаться для того, чтобы четко понять, кем вы хотите стать, и вы действительно со временем получите соответствующие результаты. В принципе, это то, что мы вам рекомендуем, и если подводить итоги недели, то по вашим ощущениям вы стали лучше, чем вы были ранее, и я знаю, что очень многие люди, у них уже даже были определенные личностные истории, личностные достижения. В интернете вы начинали, в принципе, развивать, и этот марафон, он действительно позволяет вам становиться успешным. Итак, подводим итоги этой недели. Ребята, где вы стали лучше, чем раньше по сравнению с предыдущей неделей? На прошлой неделе мы немножко говорили о матрице, об измерении ваших результатов, об измерении и оценке ваших планов на день. То есть каждую неделю мы анализируем и смотрим, где мы можем улучшиться, и это с чего вам необходимо начинаться, потому что вы будете видеть либо ваш прогресс, либо регресс. Вы хотите четко понимать, идем ли мы вверх, либо идем ли мы вниз. И ставьте себе баллы, ставьте баллы за каждую неделю, если хотите. Какие из заданий у вас получилось выполнить на отлично, какие оказались очень простыми, а какие были сложными. И что для вас было новым? То есть празднуйте каждое свое достижение, каждую свою победу. И даже маленькие победы также заслуживают празднования, потому что они настолько же важны, как и большие. Начинайте делать маленькие шажки, потом будет вот этот бум, который вы обязательно достигнете. Что вам пришлось сделать впервые? Может быть, рандеву. Мы готовили планы, мы планировали месяц, квартал, год, неделю, день. То есть это тоже что-то новое. То есть даже можете планировать свои часы, например, если каждое утро вы будете проводить анализ, либо планировать, 15 минут, например, 15 минут, сделано. Может быть, на это можно было уделить меньше времени, либо, наоборот, больше. Мы говорили о достижении наших целей, какие стратегии для этого необходимы. И, ребята, я не помню, на прошлой этой сессии было, либо 2 дня назад, на прошлой сессии. Помните о цели стать топ-менеджером? И потом вдруг кто-то поставил цель. Нет, вице-президентом. Поговорите откровенно с самими собой. И, конечно же, мы с вами также проговорили о книгах и о видео. И надеюсь, что Алена все еще с нами. Можно попросить, чтобы в группах Facebook, а также в группах марафона и новых образовательной формы есть огромное количество вебинаров. Помните, о календаре необходимо было показать те графики, где будут проводиться вебинары на английском языке, на многих других языках, на многочисленных языках, на французском, на немецком, на голландском. Это будет на следующей неделе. А Лена, она разместит это все на странице Facebook и Telegram. Спасибо большое всем. Я, в принципе, даже немножко уложился раньше. Сейчас достаточно рано в Квинсленде. И 1 час ночи в Новой Зеландии. То есть, ребята, благодарю вас за то, что проснулись так рано.
Но, пожалуйста, сейчас просто бурные аплодисменты всем нам. Ребята, вы проделали невероятную работу. Это вторая неделя марафона, которая заканчивается. И у нас еще очень многое впереди. И вы просто чемпионы, наши бойцы. И не сдавайтесь. В таком же духе идем дальше. И каждый раз, что не дает вам что-то сделать, это вы. Если вдруг когда-то у вас появится такое ощущение, обязательно поговорите со своей группой, скажите: ребята, вот это и это произошло. Они обязательно вас поддержат. Все топовые лидеры, они в вашем распоряжении. То есть если вдруг вас раздирают такие чувства, обязательно вернитесь в группе и поговорите. И там вас сразу же окружат всей поддержкой, и вы будете идти вперед, вы просто споймаете эту волну. Задавайте любые вопросы, которые у вас есть. Не забывайте, что глупых вопросов нету. Любой вопрос стоит. Задавайте вопросы. Просите других помочь, просите, может быть, это направление или что-то другое. И я верю во всех вас на 100%. И причина почему? Потому что вы уже светитесь, вы блистаете. То есть вы уделяете свое время этому бизнесу, вы учитесь на каждом вебинаре. И поэтому от всего моего сердца благодарю вас. И как Алена сказала, и я присоединяюсь к ней, всем счастливого Дня Святого Валентина. Мы верим в вас, мы любим вас, и мы увидимся со всеми вами на следующей неделе, либо если утром у нас будут какие-то сессии, тогда до утра. Но люблю вас всех и всего хорошего. Пока!